Всем привет! Сегодня будем готовить печенье. Точно не скажу вам, как оно правильно называется, потому что я встречала его под разными названиями. Творожное, сахарное. Я его называю треугольнички, мне так удобнее. Я знаю, о чем речь. Рецепт абсолютно простейший, то есть справится даже ребенок. Легко запоминается, и если испечете, я думаю, вам очень понравится. Для рецепта нам понадобится творог 200 грамм. Его нужно либо перетереть в сито, через сито, либо воспользоваться блендером. К творогу нам нужно добавить 100 грамм сливочного масла. И обязательно, чтобы оно было мягкое-мягкое. То есть я заранее прям давно положила, чтобы оно растаяло. Вот оно такое прям видно, я думаю, что оно мягчайшее. Сюда мы разбиваем одно яйцо. Добавляем ванилинчик. И теперь все это, как я говорила, перетираю блендером. Ну вот такая вот масса у нас получилась. Она достаточно мягкая, кремообразная, можно сказать. Теперь сюда нам нужно будет добавить муку. Муки я беру один вот такой граненый стакан, полный, под завязочку. К муке добавляем разрыхлитель для теста, 1 чайную ложечку. И сюда добавляем все, хорошенечко перемешиваем. Вот такое тесто у нас получилось. Но это еще не все. Теперь нам нужен 2 стакан муки. Его мы просто вот на досочку куда-нибудь высыпаем, где вам удобно будет размешивать. 2 стакан. И сюда мы уже выкладываем тесто. И теперь вымешиваем уже руками. До тех пор, пока все тесто не вберет в себя муку. При необходимости муки можно немножко добавлять. Здесь больше зависит от качества творога, который вы взяли, и от размера яичка. Вот так вот вымешиваем потихонечку. Вот такое тесто у нас должно получиться. Оно практически перестало липнуть к рукам. Я еще подсыпала, но не очень много, не больше, чем полстакана, потому что вот нужно довести его до нужной консистенции, но нельзя переусердствовать, иначе у вас печеньки получатся плотнее, чем нужно. Поэтому вот до такого состояния делаем, видите, оно уже не прилипает. Все, когда тесто готово, мы его укладываем в чашечку, накрываем полотенчиком и оставляем на полчасика. Оно должно немножко постоять. Тесто у нас постояло. Мы его выкладываем. Теперь нам нужно слегка присыпать стол мукой, на котором мы будем вымешивать тесто, точнее раскатывать. Удобнее всего тесто разделить на 2-3 части. Просто нам нужно будет его раскатать, а маленькие кусочки раскатывать удобнее. Вот и все. Вот так делаем лепешечку и раскатываем. Тесто должно получиться такое, достаточно тоненькое. Очень хорошо оно раскатывается, такое мягкое, податливое. Вот так, быстренько, раз-раз, и все готово.
Не знаю, насколько видно толщину, это буквально 2-3 миллиметра. Далее нам понадобится стакан, в который мы будем вырезать формочки. Я беру чуть побольше, чтобы сами печеньки получились побольше, потому что когда очень маленькие, их не совсем удобно готовить. И вот таким образом нарезаем все печенья. Лишнее тесто мы убираем. А вот эти заготовки мы продолжаем делать. Нам понадобится чашечка с сахаром. Заранее готовим противень. Я застилаю его пергаментной бумагой. Теперь каждую такую лепешечку нам нужно вот так в сахаре обмакнуть только одну сторону. То есть у нас получается одна сахарная сторона, одна чистая, одна сахарная. И вот так сахаром внутрь мы ее вот так складываем. Теперь у нас две чистые стороны, еще одной стороной мы еще раз вот так обмакиваем. И опять заправляем сахаром внутрь. Вот такой треугольничек у нас получается. И еще раз одну сторону мы делаем в сахаре. И теперь уже выкладываем на противень, то есть чистой стороной мы выкладываем на противень. Вот таким образом. Также делаем все. Духовку включаем заранее, прогреваем до 180 градусов. Тесто, которое мы убирали, вот такое обрезочки, его мы также раскатаем. И точно так же будем вырезать из него кружочки. Готовые треугольнички мы ставим выпекаться. Примерно 15-20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке и по толщине ваших печенек. Печенье у нас готово. Теперь нам нужно его переложить на тарелочку. Что хочу сказать. Ну, во-первых, я немножко со временем перепутала, потому что у меня ушло минут, наверное, 30, может быть, даже чуть побольше. И пока вы будете первую партию печь, вторая партия, мы ее, естественно, сразу сделали, чтобы она у вас не стояла, не таяла, ее нужно убрать в холодильник. Вот эту я достала, а следующую партию поставила. То есть примерно вот две вот таких тарелочки у нас получится. На вторую партию ушло такое же количество. Вот такое печенье у нас получилось. Они очень мягкие, нежные. Сейчас они немножко остынут, они будут более такие плотные. Вот такие красивые. Думаю, что видно, вот сахар у них переливается. Ну, красиво, вкусно, просто. Правда, они еще совсем горячие, но вот, думаю, видно. Вот такая у них. Такое вот тесто получилось. Попробуйте сами приготовить. Побалуйте себя, своих деток. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.